Как вы думаете, что находится за спинами этих людей? Правильно, печь, а не акустические системы, как кажется на первый взгляд. Это фото сделано в середине 20 века в Германии, когда подобные печи уже не стали одним из главных предметов быта и отошли на задний план. Определение качеств людей тех времен по принципам «беспечный» и «обеспеченный» уже перешли в обычные нарицательные выражения, в смысл которых никто особо уже не вникал. Тема подобных печей странного вида уже неоднократно уделяла внимание множество исследователей, в том числе ваш покорный слуга. И тем не менее, к ней приходится возвращаться по одной простой причине, а именно по мере погружения в матчасть все больше понимаешь, что там далеко не все так просто, как представлял себе ранее. Действительно, архивы выдают фото множества конструкций печей, которые не поддаются логике, к примеру, вот такие. Это не интерьер музея, а обычная печь в доме среднего сословия второй половины XIX века в Германии. Смущает даже не отсутствие топки и трубы, а верхняя часть данной печи. Для тех, кто не знаком с древней архитектурой, конструкция эта скорее всего ничего не напомнит. Но знающих людей это сразу натолкнет на визуальное сходство с некоторыми архитектурными элементами, например, такими. Это самаркандские древности на момент их обнаружения фон Кауфманом в XIX веке, именно как они выглядели тогда, без всяких реставраций. Налицо та же ячеистая структура из вогнутых изразцов, только масштабы другие, видимые назначения тоже другие. Можно констатировать только одно: наши предки умели управлять инфракрасным излучением и еще какими-то аналогичными излучениями так же легко, как это сейчас делают светотехники в театрах. Но чтобы управлять инфракрасным излучением, его надо как минимум получить. А как это удавалось, да еще в печах со странной формой? Верхняя часть таких печей не дает ответ на этот вопрос, например, такая, или даже такая мечта имели со странно приподнятой верхней частью. Для чего нужен обведенный элемент в этих печах? Он является тупиковым для горячего воздуха, и вряд ли его поверхность работала на передачу тепла от сбора излучения от сгорающего внутри топлива. И если вдруг поверхность этой надстройки изнутри покроет толстый слой копоти, то она из системы отопления выпадает практически полностью. Тем не менее, функционал у нее какой-то был. В пользу этого факта говорит случайно обнаруженная картина неизвестного художника начала XX века. Как видим, по какой-то причине печь не совсем изящно доработали буржуйкой, очевидно, как раз для сгорания дров. Стоящая на заднем плане печь для дров не предназначена. Принцип ее работы совершенно другой, но раз в нее врезали трубу, какой-то воздушный канал там все же был. Случай такой топорной доработки печей совсем не единичен. Что это значит? Только одно: в конце XIX века у подобных печей поменяли принцип работы, и какие можно было приспособить, приспособили под дрова. Камера для сгорания дров находилась в нижней части, а верхнюю часть оставляли или для красоты, или чтобы замаскировать трубу, или ее просто невозможно было демонтировать без разрушения единой конструкции печи. Вот она, та самая печь-буржуйка, в хорошем смысле слова. Позволить такую могли себе только обеспеченные люди, которым не надо было ходить за дровами. Такая конструкция грела сама, спать и готовить на ней было дурным тоном, да и незачем. На это были специальные места и специально обученные люди. Главный ее признак – она стояла в комнатах никуда не встроенной, и, как правило, в нишах из нее или в нее выходили только дымоходы. Революционные люмпины, по аналогии, стали называть буржуйками все, что визуально напоминало такую конструкцию, даже если это была железная бочка, приспособленная под дрова, с трубой в форточку. Собственно, и эту роскошную печь на фото тоже доработали. Чем же была вызвана эта повсеместная доработка печей? Россию это тоже не обошло. Еще одна интересная деталь: в немецком языке подобная печь называется «оуфен», русский эквивалент «духовка». Сразу же напоминает российское жаргонное название мелких уличных торгашей – «афеня». Именно им и приписывают возникновение специфического сленга, называемого феней. Другое их название – «коробейники». Славились они тем, что у них полным-полна коробочка, есть и ситец, и парча. При оккультуривании потребительского рынка в России XIX века эти коробочки перенеслись в торговые предприятия
и их можно видеть на многочисленных фото. Эти коробочки были совсем не те, что носили за плечами, а примерно такие. Что-то подозрительно эти коробочки напоминают наши печи. Интересно, если это духовка, то каких духов она там собирала? Но это так, к слову. Конструкций печей было очень много. Были даже комбинированного типа. Дверца топки на нижнем фото, скорее всего, тоже доработка под дрова. В оригинальных версиях печей их никогда не было. Для чего такие печи делали так неэстетично из двух половин? Скорее всего, тут и есть то самое разделение свойств. Нижняя часть использовалась для выделения тепла, и стенки ее были сделаны из теплопроводящего материала. А вот верхняя часть служила для добычи того, что рождало это тепло. И при этом использовались только края этой конструкции. Пространство в центре было не нужно, его даже открывали, видимо, для увеличения площади теплоотдачи. Не удивляйтесь, это тоже печь, хотя больше похоже на комод. Это просто дизайнерская работа того времени. Ну и, наверное, пора углубляться в матчасть. Соответственно, все печи вот подобного рода по умолчанию будем считать просто удачно снятым ракурсом, и сведем их секреты примерно к тем, какие есть на этой картинке, и будем считать, что это обычные печи, хотя ко многим из них вопросы остаются. И рассматривать будем только те конструкции печей, где необычность технических характеристик очевидна и неопровергаема. Такие тоже есть, например, вот это. Как показывает практика, если на старинных артефактах в определенной их части стоят крест или серп и молот, то именно там и надо искать подвох. Когда-то в этих местах и проявлялись эффекты древних технологий, и при их уничтожении одни идеологи воткнули туда свои символы, а пришедшие им на смену свои, если вообще посчитали нужным оставить этот артефакт. Эффект был рассчитан на особенности человеческого визуального восприятия определенных предметов, как, например, сейчас номеров машин, психологами доказано, что информация с номеров машин считывается почти всеми людьми и формирует в голове определенный образ, и можно этим неплохо воспользоваться, воткнув, например, в номера латиницу или синий квадрат фона флага Евросоюза. Корона с крестом на этой печи сразу же наталкивает на мысли о куполах готических храмов, которые довольно часто выполнены в таком облегченном виде. Получается, наша печь – это мини-храм. Не исключено, еще больше таинственности придал обнаруженный рисунок. Мало того, что определение печи упоминает какие-то заряды, но еще и вопреки всем законам физики, тепло из печи идет сверху вниз и нагревает еду, стоящую на плите. И это не опечатка. На теплотехнических схемах дворцов того времени это отражено совершенно четко. Наши печи, стоящие в нишах, нагревают воздух и по системе скрытых каналов принудительно подают его в разные комнаты. Получается, что это и есть те самые пневматические печи или печи Амосова, которые вроде бы у всех на слуху, но схем которых нет нигде. Но вот только не вяжется как-то их описание в источнике с выложенными выше фотографиями. Пневматическая печь состоит из воздухонагревательной камеры, горнила и топки. Камера ограждена со всех сторон кирпичными стенами и покрыта кирпичным сводом. За одной из поперечных стен приделано к ней горнило, в котором производится топка. Дым от горнила идет прежде в разных изломанных направлениях. По кирпичному борову, проведенному вдоль камеры, а потом по значительному охлаждению ныряет вниз и вступает в чугунные приемники нагревательного прибора. В этом приборе, состоящем из чугунных и железных труб, продолжает дым из ворота свои, пробегая около 100 футов. И потом уже вступает в дымовую трубу здания. Из-под свода камеры разведены духовые, жировые каналы в стене здания для передачи в покой гретого воздуха. Внизу близ пола другие каналы, доставляющие в камеру непрерывно свежий внешний воздух. Они устроены так, чтобы этот воздух, протекая быстро в камеру, устремлялся на первые чугунные приемники, обдувая их беспрестанно. Все устроено таким образом, чтобы металлические приборы никакой сильной и долговременной топкой перегреть было невозможно. Одна пневматическая печь может нагревать от 100 до 600 куб. Сажений вместимости, заменяя собой от 5 до 30 голландских печей. Даже если абстрагироваться от приведенного устройства и размеров этой самой печи Амосова,
В описании четко сказано про топку и гуляющий дым. А где их можно найти здесь? Или даже здесь, где сама печь спрятана за перегородки. По всем описаниям эти печи называют фаянсовыми печами. И топки внутри них не может быть по определению, ну и гуляющего дыма по понятным причинам тоже. В этом, видимо, и есть секрет обеспеченных людей, незаметно спрятанное в нише, подобное отопительное устройство могло отапливать значительную часть дома или дворца. И это и есть те самые змеевики, которые описаны, но вернемся к печам Амосова. Амосовская печь была впервые опробована в 1835 году в столице Российской империи, городе Санкт-Петербурге, где отапливала огромные залы Императорской академии художеств. Одно подобное устройство заменяло около 30 использовавшихся в XIX веке змеевиков, предтечи радиаторов отопления. Первая Амосовская печь по сей день хранится в подвалах здания. После того, как Амосовская печь была запущена в Зимнем дворце, эффективность устройства произвела такое впечатление на императорскую семью, что российский монарх Николай I пожаловал генералу Амосову золотую медаль и 2000 десятин земли, 2185 гектаров. Зачем в 1835 году надо было изобретать велосипед, если по всему миру он уже до этого работал и был более совершенной конструкции? Или Николай I сознательно пошел на технический регресс и начал с себя, или про печи Амосова в истории наврано с 3 тех самых короба, ну кроме факта, что они действительно были. А скорее всего, борьба с этими бестопливными печами началась с Российской империи после 1812 года, и вот тогда-то и возникли эти печи Амосова как адаптация того, что было на дровяное отопление. И все это шло синхронно с другими непонятными реформами, которые описаны вопрос, кто выиграл в той войне. В Европе начали бороться с этими печами несколько позже, видимо, были на то причины. И почти до самого XX века эти печи продолжали там благополучно работать. А как эта печь могла гнать воздух? Собственно, ничего сложного тут нет. Что-то похожее было описано в технологическом процессе изготовления светильного газа, когда нагнетаемый горячий воздух или пар вызывал сухую перегонку сырья. Технически это сделать несложно. Двигатели Стирлинга были известны еще в 17 веке. Другой вопрос, а что там было источником нагрева? Явно не дрова. Глядя на фаянсовые печи, можно подумать что угодно, но только не это. Это еще один доработанный экземпляр фаянсовой печи. Видно, что по телу сооружения идут трещины. Очевидно, или внутри пробовали что-то поджигать, или, что скорее всего, нанесли внешнее механическое повреждение. Вес у этой печи вполне приличный. Почему она не разваливается? Аналогично и здесь. Кракелюры идут по всей нижней части. Эта печь не в проектном положении, судя по всему, ее сняли на выброс и временно поставили в уголок. Стойкое ощущение, что внутри этого фаянса арматура. Что же могло греть эту печь? Попадаются и такие конструкции печей. Обе печи явно выполнены из изразцов. Нижняя, хотя и тоже содержит следы доработки, имеет очень узкую верхнюю часть, причем тоже из изразцов и под уклоном. На чем там могли держаться эти изразцы, чтобы не разваливаться от нагрева? Стоп, начинаем думать. А для этого снова используем сайты продажи антиквариата, где можно найти подробные фото нужного со всех сторон. Как видим, наши изразцы имеют отверстия на румпе. Собственно, это не новость. Все знают, что они крепятся к кладке при помощи железных прутьев и проволоки. Угловые изразцы имеют горизонтальные отверстия, простые и вертикальные. Одно маленькое, ну а если кладки нет? Ответ очевиден, эти прутья можно соединить во вполне жесткий металлический каркас и нанизать на него изразцы так, что они будут держаться вечно. Кроме того, всегда посещали мысли на тему, почему изразцы делаются с румпами и тем самым прислоняются к кладке печи с почти гарантированным воздушным зазором, что ухудшает теплоотдачу. Диагноз ясен в данном случае, изразцы нужны не для теплоотдачи, а чтобы прикрыть собой железный металлокаркас. В старинных печах подобного толка изразцы на нагрев окружающего воздуха совсем не работали, или это был побочный эффект. И еще одна маленькая деталь, мало кто знает, что керамика имеет повышенную магнитную проницаемость.
Благодаря ей археологи даже ищут подземные водоводы прошлых цивилизаций. А теперь взглянем еще раз на главное фото, и мы поймем, что там керамические изразцы – это линзы для инфракрасных лучей. А все наши фаянсовые печи есть не что иное, как модель обычного храма, и все стенки в них такие же, как в храме, с металлокаркасом. У этой печи, как собственно и у других, налицо все составные части храмового здания, как то крест, купол, барабан и здание. И вот внутри этого здания, которое было снизу и которое дорабатывали топочными дверками, и шел процесс нагревания воздуха. Обведенные символы прямо указывают на то, что и в печи, и в нише, в которой она стоит, есть армированные колонны. И в итоге мы получаем такой же вид бесплатного отопления, как и описанный, разве что с небольшими отличиями. Над нишами в зданиях, как правило, всегда над кровлей, стояли те самые дымовые трубы, из которых никогда не шел дым. Действительно, а зачем ему куда-то идти? П.С. Для интересующихся прилагаю еще некоторое количество видов старинных печей. Согласно учению известного, но слегка подзабытого классика, основой жизни и развития общества выступает материальное производство, то есть производство материальных благ. И с этой истиной не поспоришь. Она справедлива даже для феодального общества. По тому же классику, производство материальных благ обеспечивает процесс постоянного воспроизводства самой жизни людей, без чего вообще невозможно существование общества. Если перефразировать на понятный язык, то рост популяции человека возможен только при производстве материальных предметов, обеспечивающих нормальные условия жизни этой популяции. Без такого производства начинается хаос, и количество людей, даже при высокой рождаемости, начинает стремительно сокращаться из-за голода и борьбы за выживание. Примеров этому масса. Но речь сейчас о другом. Каким образом осуществлялось данное производство в прошлом? Про натуральное хозяйство, мелкотоварное производство и тому подобное мы уже слышали. А давайте обратимся к тем самым старым фотографиям. Это Индия образца 1857 года, если верить аннотации фото, что следует делать далеко не всегда. Для чего в стране, имеющей в то время, да и сейчас, множество малообеспеченных людей, такие корабли? Это даже не предмет первой необходимости. Можно возразить, что в любом подобном обществе есть богатые и сверхбогатые люди, которые могут позволить себе подобное. Но в данном случае все объясняется разрухой на заднем плане и полузатопленными кораблями. И этот манерный корабль просто брошен. Не будем вдаваться, кем он брошен и почему, а отметим для себя, что его как минимум надо построить, то есть произвести и уметь им управлять. Но как управлять именно таким? Наше прошлое на поверку оказывается не таким простым. Впрочем, к кораблям мы еще вернемся. Или другой пример. Во многих музеях мира и просто в старинных помещениях находится много люстр и подсвечников с отверстиями для помещения в них каких-то предметов. Нас постоянно убеждают, что в эти люстры вставлялись свечи, и это при том, что от пола до самих люстр имеются значительные расстояния, а на потолках нет ни малейшего следа копоти. И вдруг оказывается, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. Это зал для трапез где-то в США XIX века. Как видим, свечи здесь как-то далеки. И в то же время, даже если свечи условно заменялись стаканами с какой-то жидкостью, их надо для образования света как-то поджигать и дозаправлять. Как это можно сделать при таком количестве? Но даже не это интересно, а то, как это произвести и что. Это вообще такое. И куда это исчезло, причем бесследно, и заменилось легендами о свечах из органических материалов. Наше прошлое смотрит на нас с пугающей откровенностью подобных фотографий. И виртуальная дорога в это прошлое была бы явно непростой, например, такой. И шишек на такой дороге пришлось бы набить немало. Но продолжим. Это таможенный терминал образца 1865 года где-то на побережье Тихого океана. Таможня, как, впрочем, любое другое государственное учреждение, по определению не может функционировать без каналов связи с единым центром. И если от таможенного терминала до этого центра сотни километров, курьерская связь, по понятным причинам, отпадает сразу. Без средств связи подобный пункт сбора пошлин стал бы легкой добычей морских грабителей или коммерческой организацией, полагаю,
все поняли, о чем я. И глядя на это фото, попробуйте угадать, какая там была связь. И это до Попова и Маркони. Полагаю, не стоит ломать голову, достаточно взглянуть на вид типового почтового отделения из Бразилии от XIX века. Пусть это не фотография, но на определенные мысли наводит. Прошлое поражает нас удивлять. Возможно ли было существование беспроводного телеграфа до его официального изобретения? Очевидно, да. Только в XIX веке произошла неведомая нам перезагрузка массового сознания, причем в мировом масштабе, пусть даже где-то и с опозданием на полвека-век. Как она могла произойти? Это другой вопрос, но факт имеет место быть после нее, весь мир начал думать по-другому. В том числе и про свое прошлое. Это Швейцария образца 1850-60 годов. Наверное, если заменить всех людей с фото на рыцарей, выглядело бы тоже вполне реалистично. Особенно возле афишной тумбы на заднем плане. Странная, кстати, тумба какая-то. Она явно отличается от своих современных видов, и даже от рудиментов старых тумб, еще местами сохранившихся в Европе. Взгляните на ее крышу. Официально, вроде бы, уличные уборщики хранили в таких тумбах свой инвентарь. А что там было на самом деле? Но здесь интересно несколько другое: то общество, изображенное на фото, имело такое качество жизни, которое позволяло им производить такие вот тумбы для рекламы культурных мероприятий. Это явно не предметы первой необходимости, которые нужны при феодальном строе, чтобы выжить. Но это только Европа. А как же остальной мир? А это простой американский автобус образца 1870 года. Интересно, как он работал? Теперь уже, наверное, не узнаем. Особенно интересно. Выглядят колеса. Слово «шина» применительно к колесам еще окончательно не вышло из оборота, по крайней мере в русском языке. И в то же время в технике этим словом называют проводник, на который монтируют другие подходящие или отходящие проводники меньшего сечения для осуществления электрического контакта. Невольно вспоминаются дорожные мостовые из металлических деталей, которые еще кое-где сохранились. Неужели это и есть тот самый случай? И, кстати, автомобиль такого типа еще надо произвести. Судя по его виду, в кустарных условиях это невозможно. Вот бы сесть на такой автобус и поехать в это самое прошлое, но будем реалистами и посмотрим на корабли прошлого с того же континента. Когда впервые увидел корабль на заднем плане этого дагеротипа, думал, показалось. Уж слишком смело он выглядит, не находите? Пусть там есть две трубы, этот факт совсем не удивителен. Но что из них торчит? Запомните эту деталь: труб, и что находится чуть дальше труб. По официальным данным, дагеротипы стали резко вытесняться обычными фотографиями после 1850 года, и есть все основания полагать, что это фото половины XIX века. И как оказалось, это совсем не ошибка. Поскольку это рисунок, прошу сейчас обратить внимание только на самую верхнюю часть корабля. Для чего там нужна та самая в некотором роде церквушка? Наверное, ее политкорректно стали называть капитанским мостиком, и находился там капитан, крышка для чего-то там, который с течением времени после той самой перезагрузки превратился в корабельный чин. Видимо, был в этой конструкции какой-то секрет, который вращал грибные винты таких кораблей. Может, все же это есть ошибка? Совсем нет. Наше прошлое уплыло вместе с этими кораблями, причем уплыло так, что практически отовсюду были удалены их следы и подброшены фотографии совсем других кораблей. И, кстати, чтобы изготовить такой корабль, завод нужен еще серьезнее, чем для рассмотренного выше автобуса. Но Америка есть Америка, ее возможности тогда и сейчас были немалыми. А что происходило на других континентах? Подобная конструкция в очень упрощенном виде, к примеру, освещает крыльцо какого-то дома в Южной Африке. Просто освещает, не имея к тому же никаких подходящих проводов. А это, между прочим, начало XX века. Тоже прошлое, причем совсем недавнее. Почему же нигде не осталось ничего подобного, даже просто в человеческой памяти? И неужели это было так просто? В Египте времен правления Исмаил-Паши, конец XIX века, подобные конструкции занимались трансляцией музыки в окружающее пространство. Да-да, именно трансляцией, как сейчас это делают микрофон и усилительная аппаратура. Надо отметить, Исмаил-Паша
получил европейское образование, и подобные идеи музыкальных ретрансляторов он привез, скорее всего, оттуда. Сохранилось множество фотографий таких музыкальных киосков практически из всех крупных городов Европы того времени. Каким же уровнем развития обладало общество в том самом прошлом, если оно умело создавать подобное, чего не сделать и сейчас? А в Австралии с помощью таких конструкций просто добывали воду. Без всяких громоздких гидравлических систем. Австралия, кстати, является континентом, большую часть которого занимают пустыни с непригодными для жизни условиями. Именно из-за отсутствия воды. Как же в прошлом так получалось, что проблему решали таким легким способом? И что за волшебными свойствами обладала та самая конструкция, дающая усиленную музыку, свет и тягу в корабельных двигателях? Какими сакральными знаниями обладали мастера, которые создавали подобное волшебство? Но уж если это сохранилось на фото, то волшебства тут нет совсем. Но и это еще далеко не все. Угадайте, в каком веке сделано это фото внутреннего интерьера какой-то из церквей Бразилии. По аннотации архива это 1885 год. Интересно, а молились ли вообще в таких местах? Там просто постоять и посмотреть на все это великолепие уже приносило духовное исцеление, не говоря уже о том, что по многочисленным данным. В таких местах исцеление совершалось путем влияния на человека неких физико-химических процессов, которые сейчас забыты или хранятся под строгим секретом. Увы, все эти атрибуты прошлого тоже ушли, вместе с тем самым прошлым. И снова Австралия, где в начале 20 века подготовили какой-то из городов Нового Южного Уэльса под торжественный прием герцога Йоркского. Почему-то после 1920 года подобные иллюминации пропадают, и не только в Австралии, но и по всему миру. И как ни парадоксально, это происходит именно в то время, когда начинается научно-технический рывок 20 века. Так может, тот рывок был совсем не в ту сторону. Кстати, об этом странном историческом персонаже герцоге Йоркском будут чуть позже приведены несколько интересных фактов. А кто-нибудь слышал вообще про такого? По идее, его многие должны знать. Попробуйте разгадать, о ком идет речь, пока до него дойдет очередь по тексту. Но раз мы начали в самом начале статьи ссылаться на классика, подарившего всему миру вместе со своей философией материальное производство с его базисом и надстройкой, то как же выглядели заводы, которые это все производили? Собственно, выглядели они так же, как нам и показывали в многочисленных художественных фильмах. И даже по всему миру осталось еще очень много зданий тех заводов. И сохранилось много старых фотографий цехов тех заводов. Тех самых фотографий, где через весь цех идет длинная трансмиссия с валами и шкивами, и каждый станок подключался к ней индивидуально своим приводным ремнем. Все бы ничего, но везде под строжайшим секретом скрыто то оборудование, которое приводило в движение эту трансмиссию. Как то странно, но мы снова видим аналог той же конструкции, как и на капитанском мостике того самого корабля. Как вы думаете, возможно ли в принципе на заводах, где стояло подобное оборудование, эксплуатация человека человеком, как воспел другой не менее известный классик? Ответ напрашивается сам собой. Труды обоих этих классиков написаны гениально и во многом очень даже правдиво, но они написаны про совсем другие заводы, которые пришли на смену этим самым заводам из прошлого. Заводы, которые пришли вновь, как раз обладали всеми атрибутами, а именно пролетариатом и его эксплуатацией. Наверное, это и есть та самая буржуазная революция, о которой вскользь упоминалось в учебниках истории. Ну а заводы прошлого также канули в лету, оставив, может быть, для своих преемников старые здания. Как же так незаметно могла пройти перезагрузка таких масштабов и размеров? Полагаю, вид следующего здания на современном фото знаком многим. Подобные здания в различных вариациях сохранились по всему миру. В России их тоже сохранилось немало. Данные здания возводились в основном для технических нужд на железных дорогах. Даже не будучи профессиональным архитектором, при взгляде на подобные здания всегда находил некую незавершенность. Очень странным выглядел тот факт, что старинные мастера делали кровлю подобного здания, сооружения, плоской без особой на то нужды. Интерес к этой теме подогрела некая гравюра, запечатлевшая какую-то железнодорожную станцию в районе Страсбурга
в 1865 году. Точнее, не сама гравюра, а одна малая деталь на ней. Увы, все имеющиеся остатки подобных сооружений во всем мире доработаны, а именно их верхняя металлическая часть демонтирована полностью. Если на кораблях эта конструкция стояла для вращения винтов, то здесь то зачем? Ответ снова очевиден. Это устройство, которое обеспечивало тягу. Сейчас ТЧ, вместе взятые, железнодорожники поймут, о чем речь, делало всего лишь одно это здание. И делало, надо отметить, без сбоев и человеческого фактора, как часы. Ничего себе было прошлое. Остатки подобных сооружений иногда сейчас обозначают как водоемные здания при железной дороге. Не исключено, что так оно и есть, но подобные факты надо тщательно проверять. Вероятно, что подобные здания в старом виде, с железным куполом наверху, были многофункциональными и не только осуществляли тягу, но и хранили запас воды для паровозов. После той самой перезагрузки железная часть была снесена полностью, что в общем сделать вполне легко. И то же самое было сделано на тех самых бездымовых трубах, которые, скорее всего, были упрощенной формой подобных зданий. Но это тема для отдельного рассказа. Внимательные читатели наверняка обратили внимание на некие странные детали, которые можно заметить при увеличении фрагмента фото с этой железной конструкцией на железнодорожном здании. Если нет, то прилагаю крупный план. И в очередной раз наше прошлое нас удивляет и ставит перед нами очередной вопрос, как это вдруг такие звезды становятся символами каких-то субкультур. Каким таким рейдерским захватом их взяли и заставили нести свет от одних народов к другим, и исключительно в наглядной агитации? Вопрос остается без ответа. Ну или пока без ответа, но смотрим дальше. Это не то, что вы подумали, а название одного из самых загадочных объектов начала XX века. А если точнее, то английская аббревиатура Панама Тихоокеанской международной выставки, проводимой в 1915 году возле города Сан-Франциско, Калифорния, США. Несмотря на масштабность всего действа, найти его обычные фотографии в хорошем разрешении пришлось не без труда. Имеется достаточно много старых почтовых открыток, заретушированных до неузнаваемости, но они, как правило, выдают однообразный сюжет. Благодаря им можно подумать, что это было заурядное мероприятие в общем списке подобных, проводимых в то время по всему миру. Но это не совсем так. Ни одна из проводимых в то время выставок не могла сравниться с этой хотя бы по географическому масштабу происходившего. Для проведения данной выставки были снесены здания на значительной площади Сан-Франциско у побережья Тихого океана. Выставка была приурочена к открытию Панамского канала в 1914 году. Событие это, по всей видимости, было знаковым, в связи с чем на средства не скупились. Очевидно, в то время в США осуществлять большие грузообороты с западной частью страны было проще по морю. Ввод канала в эксплуатацию решал очень много проблем, ну и отметить. Это событие решили должным образом. Ситуация в Сан-Франциско того времени оставалась сложной. Город несколько лет тому назад пережил серию мощных землетрясений, устранить последствия которых к тому времени еще не успели. Несмотря на это, за один год возник огромный и вполне респектабельный выставочный комплекс. Тот факт, что его выстроили всего за год, подтверждается многочисленными фотографиями. Как видим, архитекторы смоделировали будущие постройки на фото от 1914 года, просто нарисовав их контуром. Многие наверняка зададутся вопросом, а как это все удалось построить такими ударными темпами при таких масштабах? Никакой сложности тут в общем нет. Строительство зданий велось по упрощенной технологии. Металлический каркас обшивали обычным деревом, а на него крепили материал под названием штоф. Именно он и придавал зданиям благородный классический вид. Для тех, кто не знает, штоф есть отделочный материал, выполненный в формах с применением армирующей ткани и наполнителя. Как правило, в виде ткани использовали мешковину, а в виде наполнителя – минеральные порошки на клеевой основе. Формами можно было придать штофу любой вид, от листов до скульптур. Крепить его можно было чем угодно, от клея до гвоздей. Технология простая, быстрая и дешевая. В те времена ее использовали достаточно часто для строительства зданий с небольшим сроком службы. Это будущий павильон штата Орегон, а это он сам,
ничего не напоминает. Это те самые храмы, которые в большом числе были на Черноморском побережье от Крыма до Крита. Эту типовую конструкцию историки приписывают древним грекам, но, видимо, это не совсем так. Если Орегон был русским штатом, скорее всего, такие здания были и там. Но это тема для другого рассказа. Можно показать еще несколько фото из серии «Как было, как стало». Ну и самое главное сооружение этой выставки – замок драгоценностей. Назвали его так в честь того, что верхняя часть его шпиля была выполнена из прозрачных минералов, и в темное время суток она переливалась всеми цветами. Примерно так. Именно такой все представляют выставку по многочисленным почтовым открыткам. Действительно, если представить это вживую, выглядело все очень красиво, примерно так. Бывает же такое, впрочем, вернемся к этому чуть позже, а сейчас еще раз взглянем на процесс строительства и зафиксируем детали. Строительство идет замечательно, только сразу же сбивает с толку отсутствие траншей под инженерные сети. Как видим, на фото очень часто попадаются столбы с проводами, но в финальном виде они просто исчезнут. Кроме того, при застройке таких больших территорий обязательно на генеральном плане должны быть трансформаторные подстанции. Где они? Судя по тому, какой силы было освещение небес, электрическую мощность такой объект потреблял немалую. Она, наверное, даже соизмерима с мощностью, потребляемой современным поселком городского типа. Кроме того, данная выставка во многом была уникальной по ряду причин. При проектировании выставки ее реализовали как полностью автономное образование. Впервые в США на ней испытали телефонную линию Сан-Франциско-Нью-Йорк. На выставке были железная дорога и даже аэродром. Кроме этого, была масса аттракционов. Среди них даже был такой уникальный для того времени, как аэроскоп. Любой желающий мог хапнуть адреналина, покатавшись на такой штуке. Но и это было еще не все. В павильонах выставки продавались такие невиданные до этого предметы роскоши, как фены для укладки волос и стиральные машины. Да и павильоны были сами по себе огромными. Чтобы снабжать это все электричеством, нужна вполне себе приличная электростанция с трубой такой высоты, что ее было бы видно с любого ракурса. Но ее там и близко не было. В чем же тут секрет? Наверное, в тех самых павильонах. Это действительно выставочный павильон, и он не придуман художником. Неужели каждый арендатор в павильоне обеспечивал себя электричеством сам? Очень даже может быть, но в составе зданий и сооружений были освещение и фонтаны, и масса других нагрузок, которые к арендаторам не относились. С коллективным освещением действительно на выставке происходило много странностей. Внутреннее освещение в подавляющем большинстве выполнено вопреки всякой логике. Это просто электрические светильники, висящие на обычных цепях, без всяких проводов. Их там не то что много, а до безобразия много. Каким образом это могло работать? К наружному освещению вопросов еще больше. Кругом огромное количество лампочек. На цепях они, конечно же, не висят, но загадок представляют ничуть не меньше. Что это за странные фонари, на которых даже не видно ламп? При дневном свете это обычные металлические кольца, висящие на столбе. Очень загадочные светильники, но это далеко не все из подобной категории загадочных. Стоящий вверху этих фонарей импровизированный огонь говорит о том, что эти фонари использовали для своего горения атмосферный электрический ресурс. Таким знаком маркировали все подобные устройства от пневматических печей до архитектурных деталей храмов. Подобное изобилие осветительных приборов при отсутствии проводов наводит на определенные мысли. Как все это работало? Где находились выключатели таких фонарей? Осветительные приборы с непонятными признаками встречались на выставке практически везде. Но и это еще не все. Возле башни изобилия имелись два вполне непримечательных фонтана. Фонтаны как фонтаны, таких на выставке имелось много. Отчетливо видно, что колонна этих фонтанов сборная, состоящая из колец, смонтированных друг на друга. Ничего необычного, подобное решение применялось на многих зданиях и сооружениях. Имелась только в этих фонтанах маленькая неприметная деталь. По ночам они светили невообразимой яркостью, даже ярче, чем стоящие рядом самые мощные фонари. Какое количество люксов они выдавали, сказать сложно, но прочие осветительные приборы выглядели достаточно бледно.
можно уверенно сказать, что они затмевали все вокруг. Что это вообще такое, если днем отчетливо видно, что их колонна выполнена не из светопрозрачного материала? И еще один вопрос: если внутрь такой колонны напихать имевшиеся в то время самые мощные лампочки, получилась бы такая яркость? Загадки, кругом одни загадки. Ну и, наверное, многие уже задаются вопросом, а что там такое красивое светится на заднем плане? По имеющейся информации, это была специальная иллюминация, которая осуществлялась мощными разноцветными световыми лучами. Очевидно, по ночам в прибрежной зоне воздух был с частицами влаги, и лучи света, благодаря им, давали очень красивый эффект. Какой источник давал такой свет? По иронии судьбы, фотографий этой установки практически нет. С большим трудом удалось найти несколько фото. Как видим, под прожектора выделен целый остров. Никаких линий электропередач на него не идет, но зато на нем есть подобие храмового сооружения или маяка, и видны подходящие столбы без проводов. Картина начинает проясняться. А что это за столбы? Если приглядеться, то по территории выставки их наставлено очень много. И наверху их расположены не только эти непонятные звезды, но и скульптуры. И расположены эти столбы совсем не хаотически, а вполне упорядоченно. И сопутствуют этим столбам непонятные ротонды, которых также очень много. И таким образом мы получаем примерно ту же схему работы энергосистемы, которая описана здесь, разве что из-за большой территории на каждую фонарную группу используется своя ротонда. И она работает на кабелей. Включение-выключение фонарей проводилось в этих ротондах. Фонари для таких конструкций были простейшими. И светили они на потолок, очевидно, чтобы не слепить глаза ярким светом. Откуда в них бралась такая фантастическая яркость? Сами павильоны были выстроены так, что они имели собственные энергетические системы и обеспечивали собственные нужды. Но выделение энергии из атмосферы получалось не только работой одних ротонд. Вот она, та самая башня изобилия сблизи. Фонари и на ней, и возле нее горят достаточно хорошо. Очевидно, для такой потребляемой мощности масштабы электроустановки были соответствующие. Вся крыша изобилует деталями энергосистемы. Видимо, фонтан потреблял значительную мощность. И не только фонтан. А это и есть те самые устройства, дающие те самые мощные направленные лучи. Что там перекатывалось и светилось? Теперь уже не узнать. Но наша башня изобилия есть не что иное, как основной элемент энергетической системы той территории, которая ограничивается периметром пристроенных к ней зданий. И скорее всего, эта территория была еще с противоположной ее стороны. В этой системе было все продумано до мелочей. И никто никогда бы не подумал, что эта башня есть один из основных элементов энергосистемы. Выставочного комплекса, как, собственно, и замок драгоценностей, и прочие башни в этом комплексе. Благодаря им это все и работало. А что же все-таки было с теми самыми фонтанами, которые с колоннами? Среди экспонатов выставки имеются такие вот фонтаны, колонна над которым выполнена из стекла. Очевидно, чудес тут не было, и при определенных обстоятельствах, находящийся внутри этой стеклянной колбы, газ начинал давать свет. И среди экспонатов было очень много таких странных артефактов, которые ныне кажутся фантастикой. Но уже стала наступать новая эра глобализации, и наряду со всем этим на выставке стали появляться вполне традиционные вещи. Этим вещам потребовался качественно новый рывок в объемах продаж, и, собственно, случилось то, что случилось. Простояв всего лишь 1 год, наша огромная выставка была снесена. В 1916 году ее уже практически не осталось. Одновременно с этим по всей США прекращают деятельность все подобные выставки, а также при странных обстоятельствах сгорают лунопарки, которые, собственно, являлись небольшой разновидностью этих выставок. А что происходило в то же время на европейском континенте, в представлении не нуждается. Очевидно, все эти события в масштабах планеты вел один единственный модератор, что никак не хочет признавать современная история. Несмотря на это, оставшуюся часть сооружений выставки снесли, чтобы реконструировать, совсем недавно. Неужели подобные чудо города можно было создать так просто? Очевидно, да, и конструкции, рассчитанные на 10 лет, простояли почти добрую сотню. Бывает же такое.
Но вот тех самых павильонов дизайна того времени мы уже не встретим.